привет! Мы находимся в Карконожском национальном парке. И это мой уже сегодня 12-й раз на подъем гору Снежка. Она является вершиной Карконожских гор. Там 1600 с чем-то метров над уровнем моря. Завтра я планирую на рассвете подняться, чтобы зафотографировать восход солнца. А сегодня мы идем на закат посмотреть. Ну там как бы погода не очень, тучки. Ну будет туман, ничего, и пофотографируем. Говорится, все в молоке, что будет. Вот сейчас уже без 23, 2 часа подъем. В общем, будем держать вас в курсе. И надеюсь, сделаем много классных, красивых фотографий. Почему, собственно, так много раз я поднимался на эту гору? Ну, начнем с того, что это самая высокая гора, как я уже говорил раньше, Нижней Силезии, Дальневосточска. Там открываются красивейшие виды, еще раз повторюсь. И туда ведет множество разных путей. Только с польской стороны я поднимался по 5 разным маршрутам, а с чешской стороны по 3. Каждый путь имеет свою длину, свою трудность подъема, и, естественно, свои красоты, привлекательность свою, что ли, там, неотразимость. Вот вы можете любоваться, какие здесь восхитительные леса. Ну и второе, наверное, почему здесь можно подниматься снова и снова, это времена года. В какую бы ни была пора года, здесь всегда красиво. Весной еще, когда снег оставшийся лежит, здесь потрясающе. Летом все цветет, осенью, конечно же, вот эти вот желтые верхушки деревьев создают свою собственную атмосферу. Ну и зимой, словно в сказке, которые описывались где-то там в книжках. Вот, в общем, сюда можно приезжать снова и снова. Здесь невероятно красиво. Это слово красиво я буду вам повторять еще много-много раз. А вон там за тучкой как раз вы можете видеть гору, на которой мы будем подниматься. Вот уже вечером солнечные лучи так приятно ложатся в теплых тонах на зеленые деревья и создают свой неповторимый шарм. Вот мы сейчас сделали небольшой привал, собачка водички захотела попить, Оля отдохнуть. И вот мы можем видеть наш конечный пункт, метеорологическая станция на верхушке горы Снежка. И вот нам нужно осталось войти на этот горный хребет. Вся трасса будет занимать примерно 2,5-3 часа пешком от начала входа в национальный парк. И это не таймлапс, облака действительно плывут с очень большой скоростью. Можете это видеть, если вот на секундочку остановлюсь. Смотри, как быстро в реальности это все наблюдать еще намного лучше и красивее. Так что по возможности приезжайте сюда, не пожалеете.
Ну и вот по такому скалистому горному серпантину нам нужно подняться на вот этот горный хребет, по которому мы пройдем вот до этой нашей обсерватории. Естественно, целый маршрут я вам не показываю такими урывками, для того, чтобы вы сами приехали и посмотрели на эту красоту и прошли этот маршрут. Ну и плюс, идешь, природа, красиво наслаждаешься. Так что обязательно приезжайте и любуйтесь пейзажами, красотами данного места. Не туда надо, возвращайся. Оттягивай, я тут не залезу. Тут лес. Давай сюда, сам. Туда лучше, ну. Блин, сон тебя тянет. Ну и такая вот дорога. Да, кстати, я вот еще с фотоаппаратом иду, рюкзаком, штативом, груженный как ишак. Ну, трасса, скажу, не самой простой, но зато одна из самых быстрых. Вот уже снежка скрылась за туманом. Если так присмотреться, то вон там можно видеть такую дорогу, она идет в обход горы. Вон там людишки, как муравьишки, забираются и спускаются. Вот. Ну, уже немножко осталось. Ну и вот мы уже поднялись на наш горный хребет. Здесь значительно похолодало, хочу вам сказать. И отсюда открывается вот вид на долину, с которой мы пришли. Вот дорожки горные в долине, откуда мы начинали наш с вами путь. Собачка активно идет, радуется, скачет. Наша веселуха-попрыгуха. Она за любой кипиш, лишь бы ее брали с собой. Вот мы уже поднимаемся на верхушку. Здесь уже все в молоке, мы утеплились. Нашего поросенка маленького утеплили. Вот, так что идем наверх, только вперед. С каждым шагом вверх туман становится все гуще. Снежки, горы, точнее этой станции обсерватории не видно уже, она скрылась за туманом. Он нас поглощает, он вездесущий, видимость буквально метров 35-40. Вот, так что ничего, не расстраиваюсь в очередной раз. Не получилось сделать хорошие снимки заката со снежки. Но в этом есть своя прелесть. Побывать в облаках, потрогать тучки руками. Тоже свой такой интересный экспириенс. Ну, ничего, идем дальше. Может, в другой раз повезет. Помимо того, что туман начинает сгущаться, так еще начинает и капать дождичек. Что вообще уже прям вообще не повезло, так не повезло. Ну, люди, идущие навстречу, появляются из ниоткуда просто. Призраки. Ну, ничего. Давайте вместе попутешествуем с вами в облаках. Посмотрим, каково это. В прошлый раз мы были зимой. Была точно такая же погода.
Было все в тумане, все было белым-бело, еще снег лежал. Это вообще какой-то разрыв шаблона, когда ты ничего не видишь, просто все вокруг белое, в белой комнате. Так что интересно было. Вот, и мы уже на вершине нашей горы Снежка. 12-й раз. Можно считать засчитанным. Ну, не последний. Еще много-много-много раз мы сюда приедем. И вы приезжайте, дорогие наши телезрители. Ведь здесь необычайно красиво. В любую погоду, кстати. В любое время года. Так что смотри, как с фильма фантастического. Ну, мы будем прощаться. До новых встреч. И следите за нашими интересными фотографиями. И вот Самсонский тоже с вами будет прощаться. Вот что ты нашел. Давай, поросенок. Пока-пока.